Письменность бесполезна, если нет на чем писать. Одно из самых важных и существенных отличий людей от животных — речь. Способность посредством издаваемых звуков сообщить что-либо тем, кто эти звуки слышит. Скорость звука 330 метров в секунду. Услышат почти сразу, причем минимум за десятки метров. Но люди быстро усложнялись, у них появлялись новые запросы, и такой системы коммуникации им стало недостаточно. Хотелось иметь возможность передать другому человеку информацию и на существенно большее расстояние. Пусть на это и потребуется больше времени. Не знаем, как это сделали впервые. Может быть, сорвали вкусный плод и поручили кому-то отнести в стойбище. Приходите, мол, лакомиться. Но факт, что первые попытки подобной коммуникации сводились к передаче неких предметов. Это даже назвали предметным письмом. Типичный пример предметного письма — сообщение скифов царю Дарию. Птица, мышь, лягушка и 5 стрел. Дарий решил, что скифы отдают ему свою землю, воду, небеса и оружие. А скифы имели в виду, что если персы не улетят, как птицы, не спрячутся в землю, как мыши, не нырнут в воду, как лягушки, все погибнут от скифских стрел. Неудобное было письмо. Поди его пойми. Немного позже додумались, что не обязательно присылать мышей и лягушек, подохнут и будут пахнуть. Можно просто нарисовать ту же мышь или лягушку. Это не всякому дано. Ну так можно придумать упрощенный рисунок, о котором все договорятся, что это лягушка. Тоже удобно. А на чем это все рисовать? Да еще чтобы было потом удобно унести или передать. Можно вырубить на камне, уж точно не сразу сломается или порвется. Но как его, этот камень, потом таскать? Ну это разве для царских повелений прикажут и потащат? Хочется чего-то попроще. Первым важным прорывом в решении этой проблемы была клинопись, которую выдавливали деревянной палочкой на пластинке из влажной глины. Табличку эту можно было потом обжечь в огне или просто высушить на солнце, а потом отнести очень далеко и хранить очень долго. Первые клинописные записи были сплошь хозяйственные, бухгалтерия и учет. Потом стали записывать и пересылать царям доносы. Таблички с компроматом сохранились тысячами. А в библиотеке царя Ашшурбанипала хранилась и беллетристика, скажем, поэма о Гильгамеше. Более удобный способ письма могли позволить себе египтяне. У них рос папирус, такой длинный камыш, который можно раскрутить в плоскую поверхность, и склеивать такие куски в достаточно длинные свитки. Это было гораздо удобнее. И, что еще существенней, легче по весу. Писали на папирусе клиновидными кусками того же папируса. Обрежут, макнут в чернила и пишут. Чернила делали из сажи или охры, смешанной с гумиарабиком, хранили сухими в брусочках, а по мере необходимости разводили водой. Явно проще, чем глину скрести. Папирус был настолько удобен, что многие государства древности пользовались им. У кого не росло своего, покупали у египтян. Те его специально разводили и выращивали на продажу. А где-то с III века до нашей эры папирус развели на Сицилии, чтобы хоть как-то удовлетворить спрос. Название папируса мы знаем не только по-египетски. Греки называли его библиос, отсюда Библия, книга. Отсюда и название священного писания. А по латыни его называли не только папирус, но и хартия. То же слово, сохранившееся во многих языках до сих пор. Монополия — это всегда опасный соблазн. Царь Пергама Эвмен II решил собрать библиотеку, не менее грандиозную, чем знаменитая Александрийская. Правившим тогда в Египте Птолемеям эта идея не понравилась, и они просто запретили продавать ему папирус. «Пиши, на чем хочешь». А толку от этого соблазна немного. Всегда найдут, как его обойти. Пергамские технари вспомнили о дифтере, известной еще в греко-персидские войны выделанной кожи для письма. Усовершенствовали ее и получили еще лучший материал для письма — пергамент. Вряд ли пергамент был дешевле папируса, но удобней и качественней, практически наверняка. Его можно было даже использовать многократно. Соскоблил старый текст и, пожалуйста, пиши на нем же новый. Много древних текстов так пропало,
а восстановить их удается редко. Пергамент активно использовался очень долго и даже дожил до книгопечатания. Большая часть тиража знаменитой Библии Гутенберга напечатана на бумаге, но до сих пор сохранились экземпляры на пергаменте. Некоторое время бумага и пергамент считались взаимозаменяемыми. А как с этим вопросом обходились на другом конце мира, в Китае? До пергамента там не додумались. Папирус в Юго-Восточной Азии не рос, а иероглифы уже давно придумали. На чем же их рисовать? Поначалу это делали на черепашьих панцирях, так вот, но где взять столько черепах? Начали писать на шелковых свитках, но это же безумные деньги. Шелк ценился буквально на вес золота. Глиняные таблички они тоже придумали и попытались использовать. Не очень понравилось. Самым ходовым материалом оказались бамбуковые полоски, скрученные в свитки. Иногда использовали и бамбуковые дощечки. На каждой умещалось примерно 30 иероглифов. А китайские писатели были плодовиты и многословны, так что иногда для перевозки одной книги требовалась целая телега. Этак в свое удовольствие не начитаешься. Телег не хватит. Помогло шелководство. Коконы шелкопряда приходилось варить, а потом растирать в воде до однородности массы. Когда эту массу вынимали и сцеживали воду, получалась шелковая вата. Из нее уже другими операциями получали шелк, хотя не только шелк, но и кое-что еще. На циновках, на которых отжимали шелк, оставался тонкий волокнистый слой. Кто-то удачно заметил, что если этот слой высушить, получается тонкий лист мягкого, относительно гладкого и достаточно прочного материала. Попробовали на нем писать. Все отлично получалось. Догадались использовать для получения столь ценного материала бракованные коконы, все равно ведь выбрасывать. Технологию использовали практически такую же. Варили, промывали, измельчали, сушили. Выходило чуть дешевле, но по-прежнему очень дорого. Шелк есть шелк. Тут и появляется в истории такой важный персонаж, как Цай Лунь. Родился он в 50-м году, в империи Хань. Был он евнухом, и это не обязательно было результатом насилия. Многие сами стремились в евнухи, потому что некоторые дворцовые должности могли занимать только они. Вот и Цай Лунь, судя по имеющимся данным, был человек непростой. Уже в 15 лет попал в императорский дворец, и, наверное, не на самую худшую должность. Близ императора все должности хорошие. В итоге дослужился до титула, который можно приравнять к княжескому. Вряд ли ему поручали заниматься таким низменным делом, как изготовление нового материала для письма. Почти наверняка это была его инициатива. Для евнухов работы хватало, скажем, знаменитым путешествием китайской эскадры в Индийский океан руководил евнух Джен Хэ. Имел военную специальность и Цай Лунь. Он дослужился до высокой должности начальника императорского арсенала. Он сам изобретал различные виды вооружений для китайской армии. И более того, лично их изготавливал, причем весьма искусно. Тем не менее, именно он подал в 105 году в соответствующей инстанции доклад о сделанном им важном изобретении. Оценка этого доклада императором Хэди была выше некуда. Он пожаловал изобретателю очень большое денежное вознаграждение и титул министра. Как же Цай Лунь додумался до своего замечательного изобретения? Давайте разберемся. Учтем, что он уже знал о ватной бумаге. Том самом отходе производства шелка, о котором уже было сказано. Качество ее было высоким, задержка была в стоимости и объеме производства. Знал он и об усовершенствовании метода получения ватной бумаги, когда к ней для увеличения выхода продукции стали добавлять пеньку, грубое волокно из стеблей конопли, которое получается, когда вымачивают конопляную массу в проточной воде, порой очень долго, месяцами и даже годами. Что такое пенька? По сути, это растительные волокна. Может быть, есть еще какие-нибудь растительные волокна, которые годятся для этого процесса. Вообще говоря, чем сильнее растительные волокна растолочь, тем они меньше друг от друга отличаются. Какие еще годятся? И еще одно. Почему речь идет только о растениях с пригодными волокнами? Многие вещи, например,
Те же ткани, в основном из растительных волокон и состоят. Может быть, они тоже на что-то годятся. Надо бы хорошенько проверить. Если разные растительные волокна годятся, пусть будут самые разные. Цай Лунь нашел почти дармовой и достаточно обильный источник растительных волокон — старые рыболовные сети. Туда же он добавил волокна шелковицы, древесную золу, пеньку и старые тряпки. Все это он максимально тщательно растолок, выложил на форму с бамбуковым ситом, высушил на солнце и разгладил эту массу камнями. Результат его устроил. Цай Лунь позаботился о производительных технологиях производства. Смесь растолченных волокон кипятили, превращали в пульпу, растирали в пасту и смешивали с водой. Тонкие листы пульпы через сито опрокидывали на гладкие доски. Лист получался легким, прочным и ровным. Очень быстро новый материал для письма стал очень популярен и начал активно вытеснять своих предшественников. Способ оказался экономически целесообразен и, говоря современным языком, экологичен. Находил применение и ненужным тряпкам, и старым рыболовным сетям. Вскоре технологию усовершенствовали, и она стала быстро развиваться. Оказалось, что бумагу можно делать из имеющихся в большом количестве и дешевых вещей. Древесной коры, тростника и, что особенно хорошо, того же бамбука. Вот уж с чем в Китае не было проблем. Уже в IV веке бамбуковые дощечки практически перестали использоваться для письма. Бумага их полностью и с успехом заменила. Наличие такого качественного и недорогого материала для письма и так высококультурному китайскому народу явно пошло только на пользу. Как известно, Китай не очень любит, когда секреты его технологий растекаются по миру. Но в 751 году в битве при Талосе, где-то в нынешнем Казахстане, между арабами и китайцами, арабы захватили в плен нескольких мастеров по изготовлению бумаги, а вместе с ними и их секреты. Арабы быстро освоили изготовление бумаги и хорошо поняли, насколько это качественный и важный товар. 5 веков они с успехом сбывали ее в Европу. При этом выделывали самые разные сорта бумаги, от довольно грубых до тонких и легких, специально для голубиной почты. Европа освоила производство бумаги существенно позже и Китая, и арабского мира. Первыми это искусство переняли от арабов их ближайшие соседи – испанцы. До 1492 года с переменным успехом делящие с ними Пиренейский полуостров, а от них уже научились прочие европейцы. В 1154 году бумагу стали делать в Италии, в 1228 в Германии, в 1309 в Англии. В последующие века бумага получила во всем мире широчайшее распространение. По мнению французского библиографа Сима, нашу эпоху можно с полным правом назвать бумажной эрой. Скорость и удобство передачи информации, ускоритель и союзник качества цивилизации. Взрыв распространения знаний был бы невозможен без книгопечатания, а на чем бы эти книги в таком количестве без бумаги печатали? Главный секрет любого изобретения — сама возможность осуществить его. Если знают, что возможно сделать такое, но не знают, как именно, подумают и узнают. Ведь они уже знают, что это возможно. Правильно оценивайте силу метода аналогий. Если есть 2 вида растительных волокон, которые годятся для изготовления бумаги, непременно найдется 3. Рассуждая так же, найдете и 4, и 5, и 100. Не стирайте старые тексты не только с пергамента, но и откуда угодно. Все для чего-то нужно, потом пожалеете, да поздно будет. Один из самых выдающихся изобретателей за всю историю человечества, Цай Лунь, кончил свою жизнь печально. Ошибся в какой-то дворцовой интриге, попал в опалу и принял яд. Ну разве не лучше изобретать, чем плести интриги? Путь бумаги — это напоминание о том, что одно изобретение способно изменить судьбу всего человечества. История евнуха Цай Луня, человека, который подарил миру бумагу, пример того, как упорство, наблюдательность и желание улучшить жизнь приводят к открытиям, которые переживают века. Теперь, когда вы знаете, как появилась бумага и кто стоял у истоков этого невероятного изобретения,
Вы можете взглянуть на привычные вещи с новым смыслом. Если вам понравилась эта история, обязательно поддержите видео лайком. Напишите в комментариях, какое древнее изобретение вам хотелось бы разобрать следующим. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски об открытиях, которые изменили наш мир. А если хотите вдохновить друзей, поделитесь роликом. Ваше участие помогает нам рассказывать больше удивительных историй.